Несмотря на то, что с 1999 года в BMW, равно и у всех ее конкурентов, в Европе прямо запрещено заливать не что иное, кроме как допусковую полную синтетику, официальный каталог BMW для рынка США до сих пор содержит и совершенно рядовое минеральное масло. Именно это масло было официально допущено в самые-самые новые двигатели BMW, которые производились аж до 2010 года и формально имели все те же интервалы замены до 35 тысяч километров включительно, что и в Европе, где такое масло ни под каким видом. То есть минералку официально можно заливать не только во все гражданские двигатели, но даже сюда. Действительно последний, самый форсированный и крутильный атмосферный мотор у BMW за всю историю. 500 лошадиных сил и 8250 оборотов в минуту редлайна с завода. Да, в двигатель BMW S85 в США совершенно спокойно льется SAE 15W40. Минералка официальной розничной стоимостью менее $5 за литр за брендированный продукт. Сергей Смирнов. Масло. Правдивая история первого в мире распила жидкости. Существует 3 разновидности людей. Те, кто видит, те, кто видит, когда им показывают, те, кто не видит. Леонардо да Винчи. Масло первоначально добывалось из нефти путем простой перегонки – выпаривания. Бензин первоначально добывался из нефти путем простой перегонки – выпаривания. Масло значительный период времени обладало свойствами удивительного универсализма. Единый продукт подходил для самого широкого диапазона машин и механизмов. Бензин значительный период времени обладал свойствами удивительного универсализма. Единый продукт подходил для самого широкого диапазона машин и механизмов. Масло, по мере возрастания требований к двигателям, стало включать в себя специальные присадки, улучшающие его эксплуатационные свойства, иногда составляющие значительную долю от его объема. Бензин, по мере возрастания требований к двигателям, стал включать в себя специальные присадки, улучшающие его эксплуатационные свойства, иногда составляющие значительную долю от его объема. Масло со временем стало подразделяться на зимние и летние сорта, облегчающие эксплуатацию двигателя в любое время года. Бензин со временем стал подразделяться на зимние и летние сорта, облегчающие эксплуатацию двигателя в любое время года. Масло, учитывая все возрастающее количество технологических операций при его производстве, за многие годы обзавелось внушительным списком нормируемых качественных параметров, примерным числом в зависимости от типа декларации свыше 2 десятков. Бензин, учитывая все возрастающее количество технологических операций при его производстве, за многие годы обзавелся внушительным списком нормируемых качественных параметров, примерным числом, в зависимости от типа декларации, свыше 2 десятков. Масло, совершенно идентичное по составу, даже произведенное буквально на одной производственной линии, в наше время может быть реализовано в совершенно разных канистрах и даже под разными брендами. Бензин, совершенно идентичный по составу, даже произведенный буквально на одной производственной линии, в наше время может быть реализован на совершенно разных ТРК и даже под разными брендами. Масло до периода нефтяного кризиса 1973 года являлось сравнительно маломаржинальным видом расходного материала и не составляло сколько-нибудь значительной статьи расходов и затрат содержания автомобиля. Все резко изменилось уже в конце 70-х годов XX века.
Бензин до периода нефтяного кризиса 1973 года являлся сравнительно маломаржинальным видом расходного материала и не составлял сколько-нибудь значительной статьи расходов и затрат содержания автомобиля. Все резко изменилось уже в конце 70-х годов XX века. Масло в сознании современного потребителя подделывают чрезвычайно легко и часто, поэтому его стоит приобретать только в проверенных местах. Бензин в сознании современного потребителя подделывают чрезвычайно легко и часто, поэтому его стоит приобретать только в проверенных местах. Масло является критически важным для современного двигателя продуктом. Последствия его применения затрагивают буквально весь двигатель, и без него двигатель даже не заведется. Бензин является критически важным для современного двигателя продуктом. Последствия его применения затрагивают буквально весь двигатель, и без него двигатель даже не заведется. Попросим теперь всех интересующихся темой пристальнее посмотреть на некоторые любопытные, но общеизвестные факты. Начнем с цены на бензин. Кто бы ее не знал еще среди слушающих эти строки. Цены на современное топливо, подразумеваются сорта АИ-95 и выше, находятся в пределах диапазона 50-70 рублей за литр. Если же пойти чуть западнее, в Европу, то умножать будем примерно в 2-3 раза, коль скоро мы говорим про зависимую от импорта энергоносителей часть света. Итого, чтобы сильно не промахиваться, возьмем диапазон от 50 до 150 за литр, в который провалится абсолютно все из класса энергоносителей этой природы. Усреднение же этой величины дает очень простую и легко запоминаемую цифру – 100 рублей за условный литр среднего мирового топлива для транспорта, если не рассматривать какие-то крайние случаи. Ну а теперь попробуем выстроить обоснованную выше аналогию с сопутствующим нефтепродуктом – маслом автомобильным. Для точки отсчета взяв самые низовые, так называемые минеральные, но совершенно современные и распространенные нефтепродукты типа SAE-15W40. Учтем и тот факт, что мир легковых автомобилей потребляет бензин обычно мелким оптом, по 40-90 литров разом, и все же несколько чаще, чем масло. Но и масло можно закупать бочками, хотя оба этих факта сейчас не столь важны, так как существенно не сказываются на итоговом ценообразовании. Итак, если выстраивать параллели между современным бензином и прямо родственным ему маслом, то рублевая цена масла, как ни странно, тоже окажется примерно на уровне 100-150 рублей за литр. Дополнительно включая огромную бочку или пластиковую канистру, упаковку, чего бензин обычно лишен. Масло обычное и бензин обычный, как исчерпывающе показано выше, являются ближайшими родственниками. Кто бы сомневался, что у близнецов внезапно и носы оказались схожими. И вот тут, казалось бы, самое время настало наброситься на мировую нефтяную закулису с восклицательным возмущением. Так почему же нам некоторых из этих родственников, чье сходство безусловно доказано, так легко впаривают раз так в 5-10 дороже при схожей себестоимости? Стоит только налепить на него допуск и подкрепить массовой рекламой. Может быть, дело в каких-то особо благородных синтетических компонентах и эксклюзивных химических технологиях? Поздравляю! Вы попались на простой демагогический прием. В действительности все гораздо сложнее и запутаннее. Для начала обнародуем еще один факт. Чисто минеральное прямогонное производство топлив формально даже значительно дороже, имеет чрезвычайно низкий объем выхода готовой продукции, высокую себестоимость.
Поэтому прямогонное топливо типа БР-1, нефраз, керосина и тому подобных продуктов, имеющих удельный выход в пределах не более 10-20% от единицы сырья, в розницу вы дешевле все тех же 50-100 рублей за литр никак не купите. Все это уточнено, чтобы сразу отсечь сомнения и соблазны, что прямогонные бензины были бы более удачным сравнением с нефтяным минеральным маслом. Ничуть. Настоящая прямогонка, повторяю, будет иметь и имеет стоимость снова-таки около 100 рублей за литр. То есть прямогонные фракции не очень-то и выгодны для подделывания, как бы это заманчиво не рисовалось в воображении некоторых граждан, то и дело рассказывающих о догнанных до 95-го контрафактных прямогонных топливах с обочин северокавказских проселков. Ничего нового нам этот факт вроде бы пока и не дал. Все та же цифра, верно? Простой бензин типа БР-2, крекинговый, чуть больше ароматики в составе, и БР-1, прямогонный по старому ГОСТ, все равно дают нам все те же заколдованные около 100 рублей. И вот вам теперь еще один сюрприз. Загуглив что-то вроде «доля налогов в литре бензина» и «себестоимость литра бензина», неожиданно откроем, что такой вот весь из себя сложный, ультранавороченный и ультрасинтетический продукт, а это и есть современный бензин, мог бы вполне иметь цену примерно даже так в 2-2,5 раза ниже. При прочих равных стоит лишь исключить из него политику государственного регулирования, долю государства, целевые акцизы. Давайте-ка вот что сейчас сделаем. Построим нечто типа таблички. Условный БР-1. Прямогонный продукт, относительно невысокое потребление. Около 100 рублей за литр. Условный БР-2. Синтетический продукт, относительно невысокое потребление. Около 100 рублей за литр. Условный керосин. Прямогонный продукт, относительно невысокое потребление. Около 100 рублей за литр. Турбореактивное и поршневое авиационное топливо. И прямогонное, и реформинговое, всех видов, высокое потребление и специальные налоги. В среднем около 100-150 рублей за литр. Условный минеральный продукт. Современное масло SAE 15W40 с присадками, потребление высокое. Снова около 100-150 за литр. Условный современный бензин, предельно навороченная синтетика. Крупный объем потребления с учетом специальных налогов. Снова 50-150 в среднем, все те же 100. Хотелось бы вообще найти массовые нефтепродукты дороже. Помогите. Ни антифриз, ни тормозная жидкость, ни любая иная ширпотребная автохимия, включая бытовую, никакие рекорды цен не ставит. И совершенно аналогично по стоимости всем вышерассмотренным примерам. Барабанная дробь. Автомобильное масло со всеми допусками точно такая же, по сути, синтетика, как и современный бензин. 1000-1500 рублей за литр. И даже более. На практике может быть и до 20-40 раз дороже, чем точно такие же, по сути, продукты без маркетингового и индустриального легендирования, если принять во внимание его реальную стоимость без специфических налогов. Но и этого мало. Существует еще и такой немаловажный класс брендированных и внезапно нестандартизированных жидкостей, потребление которых ниже на еще одну ступень, что совершенно точно компенсируется их ценой. Google вам в помощь, чтобы увидеть, например, вот такое. Масло трансмиссионное Land Rover 5104 рубля. Это уже почти в 100-другую раз дороже практически обоснованного исходника. Формально безальтернативно. Факт. Рекомендованная дилером цена такого продукта, как масло в автоматическую коробку передач, составила свыше $1000 по курсу рассматриваемого периода. С учетом скидки, это около $70 за литр совершенно рядовой по свойствам жидкости. Если вы сможете показать любые иные примеры из практики, когда сметана и сливки будут стоить в 20-200 раз дороже молока,
Не стесняйтесь. Просим только пример из области товаров массового спроса и оборота. Сейчас речь не про эксцентричные выходки некоторых ортодоксальных бизнесменов, предлагающих нам особо экологичные продукты питания. Теперь пора дать объяснение, почему столь массовый продукт бензин все еще стоит относительно дешево, ну или скорее все еще разумно, если исходить из его обоснованной себестоимости. Бензин, как вид топлива, одна из основ экономики. Его стоимость на внутреннем рынке влияет даже на политику и жизнеспособность государства. Там лихие маркетинговые выходки не пройдут. В сравнительно невысокую стоимость топлива сейчас входит около 70% налога. Это весьма чувствительная область формирования бюджета. Попробуйте-ка вытворить что-то маркетинговое с бензином. Это сразу почувствует все общество, даже те, у кого и машины-то никогда не было. Это называется инфляция. Стоимость бензина, тем более дизельного топлива как основного вида коммерческого топлива, так или иначе включена почти во все сферы жизни. Началась посевная или уборочная, и это сразу отметилось на табло бензоколонок. Попробуйте-ка теперь на уровне крупного бизнеса влезть в государственный механизм и заявить что-то типа «Для вашего автомобиля подходит только этот бензин с допуском». Качели цены топлива и инфляции отрегулированы со страшным скрипом. Вопрос стоимости топлива постоянно является предметом обсуждения на уровне правительства страны. Да, шансы сделать что-то подобное на уровне потребительской рекомендации, безусловно, есть. Имея ресурс, вы можете попробовать вклинить туда свои бизнес-интересы. Но такие акции, как правило, длятся совсем недолго и не являются безальтернативными, не говоря уже о каком-либо изменении в стоимости. Не выйдет продавать единственно подходящий для вашего автомобиля бензин, например, по 1000 рублей за литр. Или хотя бы по 200. Тому масса примеров. Но в очередной раз очень любопытно будет посмотреть, сколько же дней проживет ваш бизнес при давлении сверху. Но и снизу это вряд ли возымеет эффект. Безусловно, помычат, пожуют и пойдут в массе своей заливать все как прежде, при условии, если останется что-то более дешевое. На все ваши новомодные бензиновые допуски начихают по той простой причине, что буквально вчера заливали дешевый продукт, и проблем не было, чего уж никогда не произойдет, например, с маслом-минералкой. У крупного рогатого скота, как известно, память стада исчисляется от последнего забоя и глубже не распространяется. А в нашем же, совершенно особом случае некогда изолированной экономики, о глубокой памяти и вообще говорить не приходится. Массовая автомобилизация началась аккурат с мировым приходом допусков и современных для того времени ГСМ. Всего-то около 50 лет назад. Я сейчас говорю про город-завод Тольятти. Если сейчас и остались те, кто начинал уже тогда и даже ранее, они этими темами вряд ли интересуются и рассказать, как было прежде, просто не смогут. Простой вывод. В определенных реалиях память стирать оказалось даже и не нужно. Важно и другое. Привнесенная в СССР на гребне европейской волны маркетинговая стандартизация ГСМ тогда неизбежно подверглась бы госрегулированию. Если уже в начале 70-х в Европе и прослеживалось нечто подобное рыночное, то в СССР все негативные маркетинговые тенденции свободного рынка были бы подавлены такой простой штукой, как госцена. Сравниваем. В начале 80-х, когда в стране наблюдался пик личной автомобилизации, высокосортный бензин АИ-93 стоил ровно 40 копеек за литр. Масло с присадками – около 1 рубля за литр. Совершенно прозрачная зависимость. Цены на родственные продукты вновь оказались вполне сопоставимы, несмотря на принципиальные отличия в политике и экономике. На протяжении десятилетий на внутреннем рынке ГСМ наблюдалась примерно аналогичная картина. Да, казалось бы, в условиях свободного рынка с маслом теоретически можно было делать все, что угодно. Особенно если это было сделано довольно давно и аккуратно, чтобы никто и не заметил. А если заметил, то уже забыл. Свободного рынка у нас не было.
Зато не было и существенных колебаний в истории этого рынка при наличии строгой ценовой политики государства. Для большинства потребителей ГСМ они во все времена всегда примерно так и стоили. Или же вы об этом забыли, или просто не знаете. Других вариантов нет. Основных механизмов влияния всего два, и оба имеют значительное сходство. Это или инфляция, или же повышение цен по просьбам трудящихся. Внезапные всплески случаются редко и имеют уже скорее общемировые, глобальные механизмы – войны и сырьевые революции. Обе были почти с чистого листа для абсолютного большинства российских автовладельцев. В обоих наших случаях новые цены на новые ГСМ-продукты не столько прошли незамеченными, сколько пришли незамеченными. Это основная причина, почему это никого почти так и не озадачило. Промежуточные итоги. Если экономика какой-то важной отрасли сформирована годами, то выстроить принципиально новую маркетинговую политику резкого удорожания товара при условии отсутствия объективных на то факторов весьма непросто. Нужно не только сформировать новый спрос, но и каким-то образом отсечь доступную альтернативу. Это можно сделать, например, выстроив новую систему обслуживания автомобиля. Пример – Fiat 124, который начали собирать в Тольятти. Но и это совершенно не обязательно приведет к существенному повышению цен. Да, можно будет вместо бесплатной воды заливать более дорогой Тосол А, а вместо привычного автола заливать масла с присадками типа М10Г. Однако это же и единовременно обеспечивает вам определенные преимущества. Всесезонность и удлиненные 10 тысяч километров интервалы замены. В пересчете же на интервалы цена владения автомобилем со стороны ГСМ могла не только не измениться, но и фактически снизиться. Бензин дорогой и высокооктановый АИ-93. Но и расход топлива у форсированной под него малолитражки меньше. Тосол А дороже воды. Но и хлопот с ним заметно меньше. Масло с присадками дороже обычного, но и ресурс его выше, а двигатель оно бережет лучше. В случае же с постсоветской действительностью, когда на внутренний рынок массово хлынули подержанные иномарки, использование несколько более дорогих импортных масел с импортными же допусками оправдывалось в сознании потребителя более высокими требованиями заграничных механизмов и столь же высокими потребительскими качествами, которые они умозрительно им предоставляли. Лучшему автомобилю лучшее масло. То есть оба варианта удорожания вполне обоснованно компенсировались в сознании советских и российских автовладельцев целым рядом благовидных факторов. У них просто не было повода для возмущения. Но как же это могло произойти в Европе, где рынок ГСМ сформировался давно и провалами памяти страдать просто не мог? Для продуктов массового спроса и потребления скачок цен возможен только для стратегически неважных продуктов, в ценообразование которых можно вмешиваться без последствий. Но даже в этом случае возникает необходимость придумать мотив. Необходимо или произвести технологический прорыв, существенное улучшение потреб качества, или, если это уже невозможно, его выдумать. Мало того, одного такого фактора, даже очень существенного, недостаточно. Нужно их сочетание. Как же именно это удалось в области автомасел, мы сейчас подробно и рассмотрим. Глава 1. Начало. Масло внутри, а канистра снаружи. Чтобы понять истоки проблемы, вернемся примерно на 100 лет назад. Нам просто необходимо обращение ко времени, когда автомобилизация наконец-таки достигла массового конвейерного масштаба. Да, это тот самый случай, когда автомобилем мог обладать почти любой гражданин. Но только при условии, что это всенепременно был черный Ford T. И автомобили эти, разумеется, массово требовали того самого расходного материала, который сейчас называется масло автомобильное. Какие же масла были распространены в то время?
совершенно различные, но нефтяные. Второе же, главное их определение – любые и для всего. Да, одно, любое масло, обращаем внимание на особенности самой терминологии, люб, смазка, волшебным образом подходило в любые узлы и виды техники. Это никого не удивляло, так как эксплуатировался единый принцип – специально выделенная для смазывания фракция нефти. Масло того периода изготовлялось из нефти путем нехитрой очистки от естественных примесей. Несмотря на созданную в начале века организацию САЯ, Общество автомобильных инженеров, почти сразу предложившую свою классификацию вязкостей, смазка многие десятилетия обходилась вообще без каких-либо декларируемых параметров. Производить и, главное, продавать масло было не намного сложнее, чем, например, пиво. У масел условно первого поколения главная отличительная черта – узнаваемость бренда. И ничего лишнего. Никаких лишних цифр и прочих видов стандартизации. Это мое хобби. Собираете ракушки? Да, их собирали мой отец и дед. Можно сказать, у нас страсть к ракушкам. Это символ нашей нефтяной компании. Shell Oil? Никаких имен. Несколько позже САЯ все же предложила стандарты на так называемые зимние сорта масел. А совсем незадолго до начала Второй мировой войны произошла и почти никем сначала незамеченная революция. Первоначально в качестве антиокислителя в масло были добавлены соединения фосфора и цинка. Так начиналась эра присадочных масел. Пускай и не явно, но где-то рядом уже чувствовалось дыхание регуляторов отрасли, предпринимавших попытки навести порядок в классификации ГСМ. Уже тогда возникла идея создать некий стандарт, устанавливающий контроль за характеристиками типа вязкости, а также качеством и количеством присадочного пакета. Закончившаяся Вторая мировая обусловила динамичное развитие всех околотехнических наук, включая химию. Оборотной стороной произошедшей гуманитарной катастрофы неизбежно являлся прогресс в области создания человекоистребительной техники, предназначенной для применения в самых тяжелых условиях эксплуатации – на суше, в воздухе, в воде и даже под водой. Стандартизирующие организации наиболее ярко проявились уже в первые годы восстановления мировой экономики. Буквально незамедлительно после окончания войны стала заметна роль знакомых нынче аббревиатур типа SAE, ASTM, API и некоторых других. Созданные ими классификации немало разбавили пеструю окраску канистр. Некоторые термины и заложенные тогда принципы остались неизменными и до настоящего времени. На канистрах все чаще стали мелькать определенные сочетания букв и цифр, помогающие потребителю лучше ориентироваться в постепенно растущем ассортименте масел. Между тем, окончательное формирование такого понятия, как присадочный пакет, произошло лишь в середине 50-х. В результате проведенных исследований антиокислительные свойства цинка и фосфора получили признание и применение еще и как противоизносные, создающие на поверхностях трения ГРМ тонкую защитную пленку, предотвращающую истирание металла, что существенно повлияло на эксплуатационные качества масел. То есть об этом побочном положительном эффекте узнали только спустя пару десятилетий от начала применения присадок такого типа. Эта революция произошла совершенно случайно. В результате последовавшей лабораторной практики присадки сначала добавили, а лишь после стали изучать реальные результаты их применения. Вообще говоря, это обычная практика в изобретательстве. Так, например, совершенно случайно были открыты такие известные в мире технологии, как тефлон, современное антифрикционное покрытие юбок поршней, триплекс, все современные лобовые стекла, кевлар, армирование шин, автоспорт и многие-многие другие. Вот как это выглядело в 1954 году, накануне старта продаж качественно нового масла.
Подобный класс масел ожидаемо быстро завоевал рынок, и широкое распространение получили масла так называемого стандартного класса Heavy Duty. Примерно в то же время были сформулированы и основные требования к присадочному пакету, которые применяются и до сих пор. Противоокислительные, моющие, грязеудерживающие, противоизносные и так далее. То же самое, что даже сегодня исключительно часто эксплуатируется в рекламе. Важен и тот факт, что сама основа масла в тот же момент утратила ключевую роль, стала лишь базой для растворения и удержания присадок. Собственные свойства базового масла стремительно отходили на второй план. Вкус воды уже не столь заметен, когда в воду добавляется ложка кофе или ложка сахара. Так и в нашем случае. Все ключевые свойства масла отныне обеспечивались исключительно присадками, содержание которых было куда менее значительным по объему. Не менее важно, что появление присадок тогда практически никак не отразилось на стоимости самого продукта, о чем гласит реклама первого присадочного масла образца 1954 года. Точно так же, как в наши дни кофе подают с бесплатным сахаром, промышленность вполне могла себе позволить буквально бесплатно растворить дополнительную щепотку химии. Очередное затишье продлилось вплоть до начала 70-х, когда произошло сразу 3 события, каждое из которых в конечном итоге оказало колоссальное влияние на рынок смазочных материалов. Во-первых, случился нефтяной кризис 1973 года, когда нефть начала резко дорожать. Уже привычное природное сырье перестало быть столь дешевым. Этот кризис вообще во многом изменил мир, затронув почти все без исключения сферы жизнедеятельности, не говоря уже об экономике. Во-вторых, частная, связанная с производителями ГСМ, и это важно, организация API, примерно в это же время вознамерилась ввести новую, на этот раз не только иерархическую, но и динамически растущую систему классификации масел, чтобы в будущем получить в свои руки неограниченное управление рынком потребления. Появляется предтеча понятия «допуск», так называемые рекомендованные масла. Сначала это было почти незаметно, но кризис пришелся очень кстати. Как видим, понятие «новому автомобилю только новое и улучшенное масло» было сформировано именно в эти годы. Прошло уже около 15 лет с момента создания класса полноценных присадочных масел. Настала пора разделить и категории их потребления. Властвовать. Почти в тот же момент явно проявились так называемые устаревшие, бесприсадочные и малоприсадочные категории масел, не рекомендованных для современных на тот момент компактных и высокофорсированных двигателей. Нефтяной кризис создал предпосылки к максимальной экономии топлива, очень быстро обрушив целую индустрию цветущей, но ультраконсервативной американской школы инженерии. Инженеры США скорее занимались заменой оболочек автомобилей, нежели обращали внимание на прогресс их начинки. Зачем было совершенствовать их эффективность, если ГСМ стоили не намного дороже воды? В самом скором времени это сделает малообитаемыми прежние центры автомобильной цивилизации, не готовых к столь стремительной смене технологий. Смотри историю города Детройт. Но это еще не все. Немногим ранее в продажу ограниченно поступают так называемые частично ненефтяные масляные композиции, в дальнейшем получившие широкую известность как синтетические. Изначально это были масла, синтетичность которых по нынешним представлениям весьма условна. Так называемая синтетика в них выступала присадкой, но не базой. Сегодня такие продукты называются более привычным маркетинговым термином – полусинтетика. Тем не менее, именно с самого начала 70-х в продаже массово появилось синтетическое масло, обеспечивающее, согласно словам производителя, целый набор маркетинговых преимуществ. Первое – снижение расхода масла. Второе – стабильность давления масла. Третье – увеличение мощности. Четвертое – легкий запуск двигателя. Пятое – снижение цены обслуживания.
Если вдуматься в смысл каждого из декларируемых преимуществ, то легко просматривается классическая рыночная уловка в виде стремления выдать желаемое за действительное, при этом же не беря на себя ровным счетом никаких конкретных обязательств. А пока же началась массированная рекламная кампания новомодного изобретения. Даже незначительное введение синтетических масел в продукт в качестве присадки позволяло несколько снизить содержание присадочного пакета. А это все же посторонняя примесь, частично ухудшающая базовые свойства масла как смазки, но при этом сохранить или даже улучшить свойства низкотемпературной текучести. Эдакий маркетологический парадокс и игра слов. Змея, кусающая себя за хвост. Когда удобно, мы ставим во главу свойства присадок. Когда же удобнее презентовать новую базу, задвигаем присадки, виртуально разделяя их свойства. Это еще не раз будет применено в дальнейшем. Тогда же массово появились и так называемые всесезонные масла, повышающие сервисное удобство в регионах, где температура периодически переходит через 0 по Цельсию. Мало того, многие марки обзавелись и так называемой брендовой зависимостью, лихо и взаимовыгодно впитав весь рекламный потенциал новинки. Обращаю внимание, что новый тип масла все еще подходил ко всем типам автомобилей и двигателей, сохраняя разумный универсализм. Никакие права потребителя не ущемлялись. Вертикальное размежевание было вялым, а горизонтальное, междумарочное, пока и вовсе отсутствовало, нося чисто рекламный и рекомендательный, чисто спонсорский характер. Присадочный пакет, повторимся, является посторонней примесью к свойствам самого масла. Соблазн моделировать часть его свойств при помощи родственного смазочного, а не чужеродного присадочного компонента был слишком велик и очевиден, чтобы им вовремя воспользоваться. Вполне логичным развитием синтетической темы стало и появление полностью синтетических моторных масел в 1974 году. В тот год, когда соблазн был преодолен, и присадка для масла внезапно стала его основой. Спустя еще несколько лет, в 1977-м, готовая полная синтетика уже вышла на рынок. Произошла технологическая рокировочка, предвестник будущего технологического переворота мирового масштаба. Но просто сделать мало, нужно же еще и продать, сформировать спрос. А это очень непросто, даже в том случае, когда реально есть чем хвастаться. Сила инерции рынка достаточно велика. Мало создать что-то улучшенное. Требуется об этом оповестить, реклама, и внедрить. При отсутствии действенных инструментов внедрения процесс грозит растянуться на годы. Итак, для переговоров о грядущем переустройстве мирового рынка встретились сразу 3 новых тенденции. Кризис, резко поднявший стоимость природного сырья, развязал руки довольно давно появившимся, но до сих пор дремавшим в стороне от реального рынка альтернативным синтетическим технологиям. Теперь они уже не казались столь дорогими, даже с учетом перспективного существенного перепрофилирования производств. Наметившаяся же допусковая модель стандартизации позволяла умело управлять рынком, правильно структурируя спрос, целенаправленно управляя фактическим потреблением. Как только автомобильные производители наряду с производителями масел оправились от первого кризисного шока, то началось не что иное, как совместное навешивание ярлыков, согласованная политика мирового переустройства. Поворотным же стал момент, когда почти в любой книге по эксплуатации поселились постепенно суровеющие предписания от производителей масла. Довольно незаметно, но уверенно брендозависимость стала из рекомендаций обязательством. А уже совсем вскоре настойчивые рекомендации и предписания обернулись прямым запретом. С конца 90-х вся европейская система официального обслуживания автомобилей стала переходить на строгие допуски, привязанные к конкретному производителю. Появились такие допуски от производителей автомобилей. Их собственное место у масляной кормушки наконец-то стало абсолютно законным, практически неотличимым от современных реалий.
Отныне, как некогда прежде, масла снова разделились и еще на две неравных по правам группы. В 1969 году, во время первой заметной стандартизационной революции, стандарт качества API строго отсек бесприсадочные масла. И это довольно мягко прошло, строго под эгидой защиты потребителя. Их кошелек присадки практически не ощутил, а мотор получил высокотехнологичную защиту. Потребителя приучили, что стандарт заботится именно о нем. Задача волков — сделать так, чтобы овцы думали, что волки с ними заодно. А вот в 1999 году, спустя почти ровно 30 лет, в очередной раз произошло вроде бы все то же самое, но были отсечены все минеральные и преимущественно минеральные масла. В результате чего принцип «разделяй и властвуй» был вроде бы тоже применен в пользу потребителя. Ему были обещаны лучшие потребительские свойства, официально обеспечивающие, например, удвоенные интервалы замены масла. Одна беда. Современные синтетические масла явно более не декларируют и никогда не декларировали ни одного весомого преимущества, кроме низких температур застывания. А вот стоимость их и публично широко освещаемая себестоимость оказалась заметно и неограниченно выше их устаревших классических минеральных аналогов. Это значит в действительности, что маржинальность продукта многократно возросла сразу же после того, как он оказался в маркетологическом тумане и оторвался от стоимости минеральной базы. Стоимость готовых продуктов, на основе которой, как ни крути, до сих пор привязана и конкурирует со стоимостью обычного бензина. Проблему стоимости и неочевидности преимуществ попробовали было компенсировать следующими, в том числе и уже привычными путями. Введением еще более удлиненных интервалов замены, что начисто проваливалось уже на момент 2015 года, когда с интервалом в 25, 30 и даже 35 тысяч километров пробега все производители вынужденно вернулись на классические минеральные 10-15 тысяч. Их попросту задолбали рекламациями. Глобальная эколого-потребительская афера лопнула подобно Дизельгейту. Никакие реальные свойства масла от применения любого вида синтетической основы не улучшились. Этот факт прошел практически незамеченным и был легко списан на усложнение современных двигателей. Чтобы максимально запудрить мозги, крупнейшие производители присадок и прочие аффилированные с производителями масел компании годами рисуют виртуальные паутинки бесконечных улучшений виртуальных свойств продуктов. За последние 4 десятилетия, несмотря на практически полное отсутствие реальных изменений в маслах, свойства продукта по классификации API, выражаемые в так называемом классе качества, на бумаге обновлялись уже не менее 10 раз. В то же время, ввиду постоянной технологизации при производстве так называемой синтетики, доминирующей синтетической базой почти незаметно стала все та же очищенная минералка, так называемый гидрокрекинг, которая уже практически не отличается по низкотемпературным свойствам от своего минерального прародителя, усиленного незначительным содержанием присадок. В результате этой беспрецедентно высокой активности по совершенствованию смазочных материалов, что выглядит довольно удивительно, если сосредоточиться на самом результате, все почему-то вернулось буквально на круги своя. Интервал замены масла, базовое сырье и, как следствие, даже реальная точка застывания. Кроме, разумеется, цен на допущенные к применению синтетические масла, которые по-прежнему существенно отличаются от недопущенных минеральных аналогов. Внезапно подорожавшее в какой-то момент масло в самом скором времени одумалось и практически не изменило значимых потребительских свойств. Оно производится все из того же сырья, из нефти. Зато обрело существенный недостаток синтетик. Слабые свойства полярности, удержания примесей, как побочный эффект от более глубокой очистки, что прекрасно прослеживается по ситуации с ресурсом современных двигателей, их быстрым загрязнением и выходом из строя. Все стало дороже, якобы лучше, но двигателей-миллионников от этого, мягко скажем, не прибавилось.
Все миллионники в гражданской технике остались в далеком прошлом. Свои миллионы они проезжали как раз-таки на несовершенных нефтяных маслах. Глава 2. Большие числа для маленьких вязкостей. Так уж получилось, что наиболее известная и, как следствие, востребованная информация о моторном масле в наши дни — пресловутые циферки вязкости по SAE. Это самая общеизвестная и самая же бесполезная информация, которую, однако, обычно размещают на каждой упаковке моторного масла самым крупным шрифтом. Еще буквально лет 40 назад на канистре не было ровным счетом ничего запоминающегося, кроме, что абсолютно логично, названия бренда. Сейчас же класс вязкости по SAE типа 0W40 и 5W30 единовременно является продающим цифро-буквосочетанием и обычно нанесен на упаковку иногда даже более крупным шрифтом, чем само название производителя масла. Класс вязкости победил даже сам бренд. Это выглядит очень странно, если не понимать реальные причины. Не менее странно предполагать, что это лишь какая-то случайность и дань неведомой традиции. Выше вполне исчерпывающе показано, что традиции когда-то были совершенно другими. Редчайшая ситуация в мире торговли, чтобы некая характеристика продукта так легко задвинула святая святых — бренд. Попрошу взглянуть на типичный современный продукт и ответить самому себе на вопрос, что именно в дизайне этой канистры является главной характеристикой продукта. Оказывается, что среди, казалось бы, формально равных по рангу диапазонов вязкостей, если исходить из самого смысла этой классификации, довольно быстро сформировалась собственная иерархия. Существуют так называемые премиум вязкости, аристократы в среде моторных масел. Они же так называемая синтетика или иногда полная синтетика. Этому высокому статусу соответствует и их цена. Они в 2-3 и более раз дороже, чем их менее премиальные коллеги. Вязкость вынесена на фасад столь крупно по вполне ожидаемой причине. Сейчас это прямое указание на степень синтетичности, основной, хотя тайной и загадочной характеристики потребительского качества товара, о чем предостерегал еще сам Карл Маркс. Товар может на первый взгляд показаться простой вещью, однако при анализе видно, что он носит загадочный, даже мистический характер. По мнению Маркса, своими свойствами товар удовлетворяет человеческие потребности, а также он приобретает эти свойства как продукт человеческого труда. Однако таинственность товара заключается вовсе не в этом. Понятие «вещь» — то же самое, что и понятие «продукт труда». Но вышеперечисленные понятия вовсе не равнозначны понятию «товар». Человек меняет все вокруг так, как будет выгодно и полезно ему. Например, как продукт труда стол сам по себе является лишь изделием из дерева. Однако уже как товар стол обладает денежным эквивалентом. Отношение человека к нему меняется. Он начинает воспринимать стол как предмет, который обладает материальной ценностью. Таким образом, человек наделяет вещь ценностными и стоимостными характеристиками, в результате чего она превращается в товар. А уже став товаром, вещь наделяется совершенно новым значением для человека и общества в целом. Здесь товар и приобретает загадочный характер. Одухотворяя вещь, тем самым преобразуя ее в товар, человек начинает подчиняться поведению товаров на рынке. А это поведение неконтролируемо и неуправляемо человеком. Более того, товар начинает навязывать свои условия потребителю. Зачастую покупка того или иного товара не зависит от человека. Она ему навязывается. Даже этикетка у масел голубых кровей, как правило, выглядит стильнее, солиднее и ярче. А список допусков иной раз даже больше, чем медалей у некоторых многократных призеров и лучших представителей породы на собачьих выставках. Но всегда ли так было? Придется напомнить, что первоначальное синтетическое масло изначально было почти неотличимо от минералки.
Более 50 лет назад крупнейший итальянский концерн лишь заменил часть присадочного пакета обычного моторного масла на синтезированный легкотекучий компонент. Этим, по словам разработчиков, достигалось сразу два преимущества. В масле становилось чуть меньше посторонней для трения химии, применявшейся для снижения температуры застывания. Кроме того, а это было главной целью, оно становилось более универсальным для применения в условиях нестабильного климата. Физически оно стало чуть более текучим при так называемой динамической нагрузке холодного старта по стандарту SAE. Даже сама эта характеристика на самом деле появилась несколько позже. Чрезвычайно важно и то, что сам продукт, получивший название Sint 2000, получил прописку в моторы буквально всех без исключения автомобилей, включая штучные суперкары типа Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, Lamborghini, De Tomaso и многие-многие другие, имевшие чрезвычайно высокие характеристики форсировки даже по сегодняшним меркам. Подходил не в смысле обычного обобщения, а в буквальном смысле. На табличке под капотом была указана конкретно именно эта полусинтетика, по современной терминологии. Посмотрите, например, на характеристики двигателя автомобильной иконы Ferrari F40, цена которого сегодня доходит до $1 миллиона. А теперь на его подкапотный шильдик. Согласимся, да, это был определенного рода маркетинг. Сам производитель масла явно был не безучастен к подобным табличкам, но вовсе не по причине рекламы и объема продаж. На штучных автомобилях продаж масла особо не сделаешь. Тем более, вопреки расхожим слухам, никаких специальных интервалов замены масла для данного автомобиля не предусматривалось. Штатные интервалы ТО долгое время удерживались в диапазоне 10-15 тысяч километров. Да и прямо скажем, простой обыватель под капоты таких автомобилей вообще вряд ли когда заглядывал, если вообще каким-то чудом их видел. Попросим же тогда ответить на вопрос. Если вы думаете, что все же и тут проплатили, то кто же мешал всем этим производителям автомобильного эксклюзива использовать сколь угодно полную синтетику любого другого бренда? Ну, например, масла типа современных ПАО полных синтетик, массово доступны с 1977 года, где легкотекучего компонента было попросту существенно больше по объему, существовали тогда совершенно наравне с полусинтетиками и даже ожидаемо успешно применялись в условиях Крайнего Севера для спецтехники. Кто бы помешал их использовать, если бы в этом был хоть малейший смысл пользы для двигателя? Да, все это производилось сравнительно небольшими партиями, но было вполне доступно, тем более на столь высоком уровне. Стали бы семьи Ferrari и Lamborghini с умыслом рисковать штучными экземплярами техники фактически формульного уровня ради спонсорских денег, чтобы намеренно пошатнуть и без того непростую репутацию надежности, смотри историю происхождения марки Lamborghini, и погрязнуть в гарантийных ремонтах. Сколько же нужно было бы заплатить производителю за умышленное вредительство такого рода, чтобы стало выгодным крупным оптом губить таким трудом заработанную репутацию компании? Да и в чем бы вообще был смысл отказываться от реально существующего и лучшего по свойствам продукта? Как именно нужно было бы уговаривать весьма непростого, как говорят по характеру, Энцо Феррари залить в лучший, и, как оказалось, последний автомобиль в его жизни, не лучшее в мире масло? Да ладно бы его одного, всех без исключения его конкурентов. Да и не проще было бы, повторюсь, тому же самому производителю масел сразу поставлять автокомпаниям полностью, как бы сейчас сказали, синтетическое масло. И как же так получилось, что ни производители автомасел, ни производители лучших автомобилей мира за почти 3 истекших десятилетия так ни разу и не разобрались, какое же масло на самом деле лучшее? Но внезапно вроде бы разобрались все хором. Но только лишь в середине 90-х. Уж если кому-то тут и мерещится заговор, то стоит искать его именно здесь. Совершенно просто проверяемый факт. Весь мир, включая самые-самые элитные двигатели, в
период с 1970 по 1995 год не использовал и не рекомендовал ничего лучшего, чем исключительно масла типа полусинтетика, читай минералка с синтетическими присадками, которые обладали совершенно идеальным набором и совокупностью абсолютно всех потребительских характеристик, включая и всесезонность, пока все еще сохраняя разумную стоимость, а если выражаться точнее, соотношение цена-качество. А вот начиная примерно с середины 90-х, мировая индустрия стандартизации задумала провести и незамедлительно провела блестящую маркетинговую операцию прикрытия. Операцию по смене элит. В новые автомобили внезапно было полностью запрещено заливать масла без допуска от производителя. В течение буквально одного десятилетия, учитывая колоссальную инерцию рынка, это нововведение стремительно стало тотальным. Исключений на европейском рынке сейчас просто не найти. Важно, что новообразовавшийся класс допусковых масел не менее внезапно был представлен исключительно и поголовно так называемыми полными синтетиками. Повсеместно укоренились масла с ярко выраженными зимними индексами так называемой прокачиваемости 0W и 5W, понятий, умышленно введенных в оборот в начале 80-х для еще большего развлечения и разграничения видов базовых масел в готовых продуктах. Подобные масла уже давно присутствовали на рынке, но до поры были фактически совершенно не востребованы. Но настало время, и несмотря на многолетний опыт и отсутствие видимых предпосылок, базовый переворот индустрии на 180 градусов, революция, свершился буквально одним сезоном. Самой продающей характеристикой масла в Европе внезапно стал его зимний индекс вязкости. Если он правильный, то все остальное в масле совершенно точно хорошо и заведомо лучше, чем у менее премиальных индексов. Под это были подверстаны еще и некоторые технологические улучшения. Например, тут просматривается и попытка уравнять среднюю полярность готовых композиций при помощи нейтральных синтетических базовых масел в преддверии введения очередного технического новшества. Во многих новых двигателях произошел отказ от применения масляного щупа в пользу датчиков уровня и оценки качества старения масла по уровню диэлектрической проницаемости. Но эта система потерпела полное фиаско, оказалась фактически неработоспособной в первые же месяцы продаж. И хотя многие современные двигатели до сих пор оснащены такими датчиками, они используют их только для отображения уровня масла. Мало того, почти все автопроизводители сейчас дублируют и эту систему привычным щупом. Примерно то же самое случилось и с прямым следствием применения этой системы – попыткой внедрения удлиненных интервалов под широко известным названием Long Life. Допусковые системы некоторых производителей, простой пример BMW, Volkswagen, Audi Group, на момент написания этих строк называются никак иначе, как Long Life. Красноречивее некуда. Сразу понятно, в чем состоит суть этого персонального допуска, о чем, однако, все уже успели позабыть. Датчик есть, но не работает. Удлиненное название есть. А вот самих удлиненных интервалов уже давно нет. Да как же так? В первых пресс-релизах той поры замахивались на 30 и даже более 1000 километров. Хотя точный момент замены должен был высчитывать сам датчик. Да что там, в далеком 1977-м все происходило примерно так же. Попытки менять масло по датчику, как сказано выше, отменили почти сразу. Попытки же менять масло по фиксированному удлиненному интервалу отменили спустя примерно 10 лет, после массовых рекламаций у всех производителей. Двигатели просто невозможно было отмыть от последствий удлиненного интервала. В литературе той поры указывался и часовой эквивалент этих 30 тысяч километров. 250 часов. Средняя скорость подобного испытания должна была составлять 120 км в час. Реальные же 250 часов эксплуатации соответствуют примерно 6-7 тысячам километров по городу.
Но об этом публично не распространялись, напрасно надеясь на датчик. Назревает вопрос. Датчик нормально не работает и оказался бесполезен. Сама синтетика долго ездить отказывается. А что же тогда осталось потребителю от преимуществ синтетики? Потребителю досталось оплачивать сверхмаржинальность допусковых продуктов, разница в стоимости которых для моторных масел составляет от 2 до 10 раз. В этом и заключается практический смысл промышленного сырьевого переворота в маслоиндустрии, полностью оправдать которую можно было бы исключительно тем, что в попытке компенсировать увеличение продолжительности пробега они изначально просто не собирались терять деньги. Сейчас об этом не любят вспоминать. Смотрите-ка, цена была поднята вовсе не потому, что подобное сырье дороже в себестоимости. Себестоимость массового продукта связана исключительно с объемом производства. Чем меньше объем продукции, тем больше на него приходится удельных издержек. Совершенно очевидная и разумная причина для поднятия цены была лишь одна. Увеличенный интервал замены масла гарантировал бы пропорциональную потерю в продажах. Меняют реже, платят меньше. Интервалы замены масла собирались увеличить в 2-3 раза при помощи оптимизирующих интервалы датчиков. Для работоспособности датчиков этой системы подобрали правильные, химически нейтральные синтетические масла с широкими температурными индексами. Довольными должны были остаться как рядовые потребители, так и мировые экологи. Производители же были готовы как минимум не потерять свое. Первые, повторюсь, как минимум ничего не теряли, а на ТО должны были заезжать в 2-3 раза реже. Вторые очень радовались от планируемого снижения потребления ГСМ в 2-3 раза в мировом масштабе. Да это просто моря и океаны сэкономленной нефти. Уже тогда на планете существовало более миллиарда машин и механизмов. Представьте, что каждый из них хотя бы раз в год требовал минимум 5 литров моторного масла. Теперь разделите этот объем пополам. Умножьте примерно на $10 США. Примерно этой суммой должен был лишиться рынок. Но не тут-то было. На данный момент от этой милой задумки осталось мало. Датчики не работают. Интервалы остались фактически прежними. Не превышают 15 тысяч километров для большинства автомобилей. А вот синтетика как стоила дорого, так и стоит. Повторюсь, но уже до 10 раз дороже. А если рассматривать смежные области автомобильных масел, трансмиссионные до 20 раз дороже. Да, именно так. Произошедшая столь внезапно смена элит одним мигом лишила вчерашних представителей масляной богемы пропуска в высшее общество. На ровно том же двигателе, который еще вчера был проходным по классу качества, инструкции и новые программы подбора внезапно запретили применять что-либо, кроме так называемых полных синтетик. Допуск же внезапно возымел обратную силу, не только технический, но и юридический нонсенс. Понимаем, что логичнее всего вам было бы сейчас сказать нечто вроде «Ну, новые масла же все же стали реально лучше, получили улучшенные характеристики, что гарантирует более высокий класс качества». Хотите сказать иными словами, что прогресс химии, трибологии и высоких технологий неумолим? Прекрасно. Лучшего утверждения нам сейчас и не нужно. Вот именно, что предлагаю вам открыть почти любое современное масло 10W40 и внимательно посмотреть на его теперешний допуск. Да, их допуски намеренно тормозили в течение десятилетий. Мы только что объяснили, почему и зачем, перекраивая рынок. А теперь полюбуйтесь-ка. На большинстве из них ровно тот же самый API-SN+, который есть на самой-самой-самой современной синтетике. API-SN. Современнее некуда. Перспективные, введены с середины 2022 года, API-SP, да пожалуйста. Это буквально, формально означает, что масло обеспечивает ровно тот же уровень качества, что и любое другое, каким бы синтетическим оно ни было. Давайте после того, как мы раскрыли эту великую тайну, повторю главный вывод.
Лучшим, а значит оптимальным на рынке маслом по всем возможным свойствам, включая и цену, как и многие десятилетия назад, является полусинтетика типа 10W40. При этом, что крайне важно, маркетинговый фокус в мировых продажах моторных масел до сих пор наведен на группу синтетик. Группы масел всего лишь чуть более легкой прокачиваемости, которые в наше время изготавливаются из ровно той же очищенной минералки с соответствующей минералке собственной температурой застывания, так называемой API группа 3. И вот тут бы самое время задать очередной логический вопрос. Но эти масла все же хуже в холодных условиях, ведь они несколько более вязкие и дольше прогреваются до рабочей температуры. Во-первых, внутренние потери энергии на трение у вязких масел прогревают их заметно быстрее. Просто на это затрачивается на несколько граммов больше топлива, которые нужны на обеспечение работы приводимого от коленвала масляного насоса. Вы потеете тем больше, чем интенсивнее работаете. Скорость прогрева у таких масел даже выше. Во-вторых, абсолютное большинство ресурсных спортивных моторов сертифицированы для масел типа SAE 10W60. Масло максимально загущенного стандарта. То есть они почти всегда работают на относительно более вязком масле. Не хотите ли вы сказать, что более густой слой смазки хуже защищает пару трения? Невероятно, как же живуч маркетинг, если черное, когда-то названное хитрым рекламщиком белым, продолжает застить глаза. Масло SAE 10W40 и даже некоторые 15W40 практически любого производителя имеет сейчас самый современный допуск API-SN, API-SN+. Вот-вот, дело денег и времени на печать этикетки. И на всех появится и ультрасовременный допуск API-SP, если для кого-то это является аргументом. Их немало, но всех их объединяет единый стандарт производства. И класс качества для них формально един. Не верите в факты, просто доверьтесь институту API. Это еще одно доказательство, что ситуация когда-то была создана совершенно искусственно. Мало? Мы только начали.